Так что в конечном итоге у тебя будет куча разных вариантов, но, конечно, тебе придется выбирать между одним из них. В моем случае это был третий дизайн, но я знал, что мне нужно внести некоторые изменения и много полировки. Так что эти прицелы в целом были довольно грубыми, так что им нужно еще немного поработать. Одной из корректировок были овальные пропорции головы. Уши, например, были слишком высоко подняты, и если вы спрячете волосы, вы заметите, как деформирован череп. На самом деле так оно и есть, оно довольно выпирает наружу. Это, вероятно, потому, что я изначально не совсем точно определил область храма. Так что имей в виду, если ты хочешь, чтобы тебе было легче лепить голову, делай это шаг за шагом, определяя овальную форму головы. Первый я также дал третьему дизайну головы волосы других дизайнов с тех пор как. Конский хвост был популярным решением для аниматоров, от которых я получал отзывы. Это означало, что мне пришлось надеть серьгу на другие годы, так как на левой стороне был лишний клок волос на лбу. Постарайся не перегружать одну сторону всеми дополнительными элементами, сохраняй баланс. Сейчас тоже самое время увеличить разрешение. Очисти для этого некоторые поверхности и края. Я часто использую как гладкую кисть, так и щипковую кисть, но использую гладкую кисть только после того, как вы действительно добавили больше разрешения. Поскольку гладкая кисть не влияет на динамическую топологию, тебе нужно сначала обработать поверхности другой кистью, а затем сгладить. В качестве альтернативы ты также можешь использовать упрощенную кисть и поднять ползунок для настройки автоматического сглаживания в настройках кисти. Это позволит одновременно выровнять поверхности и сгладить их. Я не так часто пользовался этой кистью в этот промежуток времени, и, честно говоря, мне действительно следовало бы сделать это снова. Очень хорошо использовать высококонтрастные матовые покрытия, чтобы увидеть все детали и артефакты на поверхности. Чтобы сгладить и исправить их, включение каркасных наложений также облегчит просмотр и настройку разрешения по всей модели. Уши, в частности, также немного доработаны на этом этапе с гораздо более четкими жесткими краями и объемами. Я также позаботился о том, чтобы не добавлять никаких ненужных деталей, таких как, например, слезные протоки на льду, но также я удалил ямочку на верхней губе, которая делает или, по крайней мере, делает ее относительно несуществующей. Сделать форму губ очень простой и округлить ее. Все больше и больше. Я также начал удалять жесткие края в нижней части носа, так как он стал очень заметен на боковом профиле и не очень хорошо сочетался с круглыми чертами лица спереди. Как только я остался доволен разрешением и уровнем полировки поверхности, я вернул картину Vertex. Я все еще красил брови, так как хотел выровнять жесткий край брови с бровями на макушке. После того, как дизайн на этом был сделан, тогда я мог бы смоделировать брови отдельно на основе чертежа Vertex Paint. Волосы тоже нуждались в тщательной очистке, помимо придания им большей четкости. Для этого было важно четко определить поток и поверхность этих пучков волос.
Я в основном использую кисть для сгибания, чтобы отметить вершины и впадины, а затем гладкую кисть, чтобы сгладить области между многими из того, что я здесь делаю. Также вернемся к содержанию видео мастер-класса по скоростной скульптуре. Если ты его еще не видел, ты можешь снова найти его в описании. Если тебе трудно создать прическу самостоятельно, то я также могу порекомендовать поискать конкретные прически в интернете и попытаться подобрать к ним прическу. Иногда следование примеру ссылок может быть настоящим спасением. Но да, с точки зрения дизайнерских решений прически, для меня было действительно важно, чтобы конский хвост был относительно высоким и имел достаточно места, чтобы падать в разные стороны для пучка волос на лбу. Я предполагал, что в конце он немного подпрыгнет, но не будет полностью изгибаться в свободной форме, особенно для этого объекта. Было важно, чтобы это выглядело хорошо с большинства ракурсов. Изгибы и изгибы должны быть довольно четкими под любым углом. Тоже с клочком волос, торчащим из-за линии роста волос в сторону участка. Кроме этого, ничто другое не должно сильно двигаться при анимации. Значит, все остальные волосы либо очень тесно связаны с остальными, либо непосредственно собраны в конский хвост. Кроме этого, на данный момент это просто большая работа по очистке и детализации волос. Так что я просто продолжу увеличивать время, даже если я говорю очистить, полностью чистый результат будет, как только мы прочитаем модель. Это по сути чистый дизайн, так сказать. Больше комментариев к отметке времени на экране прилепки самого конского хвоста.
Я в конце концов понял, что это должно быть исправлено, чтобы быть сфальсифицировано. Очень важно, чтобы объект, который будет сгибаться, был смоделирован прямо, а не с уже смоделированным изгибом, чтобы исправить это, а такелаж — это всегда боль, и оно того не стоит. В конце концов, я полностью переделал конский хвост для глаз. Очень важно заменить их правильными чистыми сферами. Итак, мы создадим новую сферу, повернутую на 90 градусов вдоль оси X, так чтобы петли совпадали с формой зрачка и радужной оболочки. А затем мы переместим и увеличим ее в том же месте, что и старые глаза. После замены глаз. Убедись, что они не пересекаются с островками. Ведь мы могли бы совсем немного переделать оригиналы. Может случиться так, что когда мы добавляем новые, мы понимаем, что старые уже и близко не были круглыми. Это означает корректировку положения размера А и век до тех пор, пока все снова не совпадет, не искажая дизайн слишком сильно. После чего мы можем добавить радужную оболочку и зрачок новому Ай. Смоделируй, просто выбрав грани, которые мы хотим раскрасить, перейдя в режим рисования вершин и включив маскировку выделения лиц. Тогда мы можем заполнить цвет по нашему выбору с помощью Shift-Key. И это будет применено только к незащищенным участкам. Причина, по которой существуют опции маскировки в режиме рисования вершин, заключается в том, что маскировка выбора лица создает жесткие переходы между цветами, в то время как маскировка выбора вершины правильно смешивает два цвета соседних versaces. Вместо этого отключи наложение, чтобы увидеть модель без проводов и масок, а затем попробуй разные цвета, если хочешь, выбирая новые и заполняя их. Выдели петли на глазах и сдвинь их вдоль модели, дважды нажав G или используя инструмент Edge Slide на панели инструментов. Таким образом, ты можешь переопределить размер зрачка и радужной оболочки за счет того, что они будут немного более плоскими, поскольку они скользят в линейном направлении по краям. Я также сделал ленту для волос того же цвета, что и глаза, чтобы цветовая гамма оставалась неизменной. Я все еще красил черные ресницы в веки, чтобы лучше переходить к отдельным объектам для нижнего века, они также стали заменой отдельных ресниц. Я также попытался немного улучшить форму век, перемещая их с помощью очень слабой кисти со змеиным крючком и кисти с захватом. Низкая прочность щетки может быть очень полезна для тонких изменений на этом этапе. Также важно, чтобы отдельные ресницы были идеально выровнены с островками, чтобы не создавать ложного впечатления о форме глаз для бровей. Наконец-то пришло время создавать отдельные объекты. Для этого я создал плоский объект и выровнял его так, чтобы он был обращен к поверхности брови. Когда я перешел в режим редактирования, я включил привязку двух граней, я также включил отдельные элементы проекта, чтобы сделать привязку каждой вершины отдельно, а не всего выделения в целом. Также не забудь включить X-Ray, чтобы видеть геометрию через другие объекты и саму себя, а также параметры затенения. Ты также можешь настроить ползунок рентгеновского снимка так, чтобы объекты были более или менее непрозрачными, а один из них был сплошным, с видимыми вершинами и краями. Таким образом, я могу перемещать и выдавливать больше геометрии, и она будет привязываться к объектам под ней. Хотя я все еще могу видеть все, что с помощью этого метода будет иметь самую чистую сетку с наименьшим количеством граней, не прибегая к их лепке и работе с динамической топологией с помощью модификатора Solidified. Затем мы можем добавить толщину и сгладить результат с помощью дополнительного модификатора поверхности разделения.
Закрашивание оригинальных бровей – это логичный следующий шаг, чтобы получить хороший предварительный просмотр новых. Если затвердевший модификатор по какой-то причине добавляет толщину в неправильном направлении, это может быть потому, что нормали инвертированы. Просто выдели грани и нажми Shift или Ctrl-Shift и для обратных нормалей. После этого я еще немного объединил и усовершенствовал брови. Но в целом это конечный результат лепки головы. Мы не будем касаться головы дальше, пока не перейдем к выражению лица, а пока продолжим следующую главу, в которой речь идет о добавлении скульптуры всего тела, а также одежды. И как всегда, если у тебя есть какие-либо вопросы, дай мне знать в комментариях. Увидимся в следующей главе.